Аромат, нанесенный утром, к полудню исчезает. Означает ли это низкое качество самого парфюма или изменение его состава? Но что если одна лишь стойкость не всегда является приоритетом при создании духов? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель, и в этом видео мы обсудим три парфюмерные характеристики – проекцию, шлейф и стойкость. Четкое понимание этих трех столпов представляет собой важный шаг на пути к искусству создания ароматов. Первый – стойкость, время, в течение которого аромат остается на коже. Это весь период от момента нанесения до того, как запах перестает ощущаться. Аромат с низкой стойкостью может исчезнуть в течение 2 часов, тогда как с высокой может оставаться ощутимым в течение 12 часов и более. Стойкость аромата в первую очередь определяется двумя факторами – концентрацией и составом. Концентрация обычно указывается на флаконе обозначениями такими как EDT, EDP или Parfum. Эти аббревиатуры означают примерное процентное содержание парфюмерного концентрата в составе. Туалетная вода EDT содержит от 5 до 10% ароматического масла. Как правило, это более легкая версия аромата, рассчитанная на стойкость от 3 до 5 часов. Парфюмерная вода EDP содержит от 10 до 20% концентрата, что обычно обеспечивает стойкость аромата от 6 до 8 часов. Парфюмерный экстракт Extrait de Parfum содержит от 20 до 40%. Такие версии обладают насыщенным глубоким ароматом и держатся на коже даже после принятия душа. Хотя более высокая концентрация, как правило, обеспечивает большую стойкость, состав имеет не меньшее значение. Каждый парфюм построен по принципу ароматической пирамиды. Верхние ноты состоят из легких мелких молекул, таких как цитрусовые, которые быстро испаряются и формируют первоначальное впечатление аромата в течение первых 10-30 минут. За верхними следуют средние ноты, такие как цветочные, пряные и фруктовые. Они формируют основной характер аромата и сохраняются в течение нескольких часов. Ключ стойкости кроется в базовых нотах. Они состоят из самых тяжелых и плотных молекул. Древесных, таких как сандал, кедр, смол, таких как амбра и мускусов. Эти молекулы обладают низкой летучестью и хорошо держатся на коже, служа якорем для всей композиции. Аромат, богатый тяжелыми базовыми нотами, почти всегда будет держаться дольше, чем тот, который состоит преимущественно из легких верхних нот, независимо от его концентрации. На практике это означает, что в поиске стойкости сначала следует проверить концентрацию. Если туалетная вода предпочитаемого аромата недостаточно стойкая, стоит протестировать более концентрированные версии – парфюмерную воду, парфюм, экстракт. Далее будет полезным изучить состав нот. Наличие амбры, уда, ветивера, пачули или ванили в базе обычно указывает на то, что аромат создан выносливым. Второе – проекция аромата. Это расстояние, на которое он распространяется от тела. В то время как стойкость измеряется часами, проекция измеряется метрами, сантиметрами. Ее можно представить как невидимую ауру, как пузырь запаха, окружающий человека. Если аромат ощущается только вплотную к месту распыления, он имеет низкую проекцию. Если его можно почувствовать на расстоянии вытянутой руки, его проекция умеренная. Запах, который ощущается на большем расстоянии, обладает высокой проекцией. Как правило, это расстояние максимально в течение первых 2 часов после нанесения, когда летучие верхние и средние ноты испаряются наиболее активно. Затем ароматическая оболочка имеет тенденцию снижаться по мере перехода к базовым нотам. Основными факторами, определяющими проекцию, являются температура среды и строение душистых молекул. Человеческий организм функционирует как естественный диффузор. Точки пульса – самые теплые участки кожи, так как в этих местах кровеносные сосуды расположены наиболее близко к поверхности. Это тепло ускоряет испарение парфюмерных масел, выталкивая их в окружающий воздух и расширяя ароматический пузырь. Именно поэтому место нанесения имеет решающее значение для распространения аромата. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Сами молекулы также играют важную роль. Некоторые ингредиенты от природы обладают большей способностью к рассеиванию аромата. Цитрусовые или пряные ноты, такие как черный перец и кардамон, а также легкие цветочные ноты, например, лаванда, легко взлетают с кожи, создавая сильное первое впечатление. Третий столб – это шлейф или сияж. В переводе с французского сияж означает след, в смысле кильваторного следа, оставляемого лодкой на воде в виде волн. В парфюмерии это ароматический след, который остается в воздухе, когда человек движется. Это запах, ощущаемый в пространстве после того, как человек покинул его, или аромат, воспринимаемый прохожим. Ключевое различие между стойкостью
И шлейфом заключается в том, что стойкость относится к ароматическому пузырю вокруг неподвижного человека, тогда как шлейф – это след, создаваемый движением. Аромат может иметь сильную стойкость, но минимальный шлейф, будучи интенсивным вблизи и не оставляя значительного следа. И наоборот, аромат может иметь слабую стойкость, но создавать насыщенный шлейф. Более тяжелые молекулы, формирующие мускусы, амбру и некоторые цветочные ноты, не только обеспечивают стойкость аромата, но и, как правило, дольше остаются в воздухе. Воздушные потоки, создаваемые движением, поднимают эти молекулы, образуя шлейф. Вкратце, стойкость – это время, продолжительность. Проекция – это пузырь, расстояние. А шлейф – это след движения. Понимание того, от чего зависят эти три характеристики, позволяет лучше контролировать звучание аромата, выходя за рамки простого представления о слабом парфюме. Для профессиональной офисной обстановки лучше выбрать аромат с хорошей стойкостью, но низкой проекцией и шлейфом. Аромат, который ощущается на коже для личного наслаждения, без отвлечения коллег. Для встреч компании подойдет аромат со средней стойкостью и шлейфом, создающий привлекательную, но ненавязчивую атмосферу. Для мероприятий с высокой интенсивностью движения, таких как клуб или вечеринка на открытом воздухе, наиболее подходящим будет аромат с мощным шлейфом и высокой проекцией. Какой из этих трех аспектов наиболее важен для человека при выборе аромата? Главное ли стойкость, то есть аромат, который держится весь день, или это проекция, заявляющая о присутствии носителя, или это шлейф, очарование которым остается после знакомства? Напишите в комментариях ваши предпочтения. А в следующем видео мы сравним так называемые линейные и нелинейные духи.